Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на 10 дней, на декаду. Узнай будущее. К чему все идет? Давайте заглянем в будущее с 1 по 10 февраля. И останемся, конечно, реалистами. Любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки все же вы получите. Давайте узнаем, что же будет меняться с первых дней февраля. И у нас это тот период, когда планета Уран в конце, в самые последние числа января, Уран перешел в прямое движение. И это означает, что десятидневный период может быть связан с тем, что могут внешне происходить какие-то метаморфозы. Мы можем узнать тайну, могут прийти как информация какая-то сбивчивая или новости к нам. И 10 дней – это не такой уж и большой срок, но это своеобразный переход. Нами может ощущаться кем-то из вас более остро, как между прошлым и будущим, когда мы понимаем, что прошлое уже завершилось или вот-вот завершится, а будущее, оно еще пока не отстроилось. И поэтому могут быть в нас самих некоторые смятения, или мы можем чувствовать то, что я должен что-то предпринять вот сейчас. Но что конкретно, мы можем где-то растеряться. Давайте мы узнаем, что нам подскажут карты. И первая колода – Ленорман. 4 карты мы достаем, не задаем вопросов, позволим картам раскрыть цепочку развития событий. Что для вас, мои дорогие весы? Узнаем будущее. Первая карта на будущее. Вторая. Что идет в вашу жизнь или что будет меняться? С чем будут связаны перемены или этот 10-дневный период? И колода Таро, которую прорисовал Чиро Маркетти. Мне она очень нравится. Первая карта неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы, но все же. Если таковые имеются, с чем это тоже будет связано или что будет означать. А вот вторую карту мы с вами достанем и назовем ее «Колесо фортуны». В чем ваша фортуна? Или что вам получится осуществить? В чем ваша сила, сильная позиция? Достанем по основным сферам жизни. И это у нас сфера достижений, дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы. Энергии денег, любовь и личная жизнь. Достанем карту совет. Откроем ее в самом конце. Давайте узнавать, что же за будущее. Вы знаете, по аркану лилии много общения будет и у вас. Но в основном по лилиям бывает либо деловое общение, либо то общение, когда нужно провести. Вы сами, может быть, хотите что-то разузнать, и вам нужна правдивая именно информация. Или когда мы ищем своих союзников, единомышленников, друзей, людей надежных, опять же, которые к нам относятся искренне, с которыми мы можем построить или хорошую дружбу, или надежное партнерство. Можете какие-то темы вы выносить на поверхность самого разного рода, кто-то и в личной жизни, потому что важно что-то проговорить. Ну и, конечно, быть честным с самим собой. Это тоже будет как основа всего. От чего вы хотите оттолкнуться или к чему вы стремитесь? Вот такие вопросы могут вас, ну, где-то озадачить. Как вот выбора ситуация может тоже быть, и для этого вы будете собирать правдивую информацию. И такое я тоже допускаю. Общение или работа с большим количеством информации, видимо, будет отмечать этот 10-дневный период. Вы можете искать контакты с высокопоставленными лицами, опять же, в зависимости от того, что вы хотите решить, осуществить. По аркану медведь – это и ваша сильная позиция, хотя проходит и сильный мир из всего. У кого-то это важные переговоры, допустим, с руководящими людьми, которые выше стоят от вас по лестнице иерархии. Для кого-то из вас обращение еще к более высоким чиновникам. Есть какая-то тема, которую вы хотите решить основательно. И может означать эта карта поддержка конкретного человека, который имеет и влияние, и возможности, и прочно стоит на земле тоже. Может быть, вы будете в целом пересматривать свой социум, кому я могу доверять, фильтровать словно.
потому что у вас сейчас очень сильная позиция. Вы можете как раз эту свою силу прочувствовать, что что-то у вас словно вот-вот изменится, и вы обладаете возможностями, ресурсами или знаете свои сильные стороны. К примеру, вы хотите поменять работу, вы хотите построить карьеру, и тут в полный вперед, потому что вы знаете, что вы можете предложить, допустим, когда вы идете на собеседование или когда вы идете на разговоры к руководителям. Здесь кто-то из вас может сделать первый шаг по направлению к построению карьеры, переговорив как раз либо с вашим начальством, либо еще где-то выше. Вы можете искать эти самые контакты, и для вас будет это очень продуктивное время. Не упустите. Здесь, правда, любые согласования вы можете провести в эти 10 дней достаточно успешно. Давайте посмотрим, что нам про будущее еще расскажут. Вам могут завидовать, тем не менее, по аркану змея. Это всегда тот, который себя не выдает, будем говорить, да. И поэтому карта нам говорит, буквально призывает к мудрости. Мудрому, по-мудрому подходить и как к тем предложениям информации, которая придет на ваш порог. С другой стороны, наверное, не обольщаться каким-то комплиментом будет тоже не лишнее. Змея, она наблюдает. Помимо всего прочего, у нас уже в феврале год змеи буквально начался по восточному календарю, и поэтому энергетика года нас призывает себя адаптировать к любого рода ситуациям. И после этого, после адаптации, организовать свою жизнь по-новому. Вот, видимо, адаптация, организация где-то в основе всего лежит. И вы просто можете прочувствовать эти энергии, что действительно прошлое пытается уйти. Дверь в это прошлое постепенно закрывается, и мне нужно отстроить совершенно новую концепцию своего благополучия. Но здесь замечтаться никак нельзя. Змея наблюдает, и вы наблюдаете. Имеется в виду, если мы говорим о тотеме, то как раз и карта где-то может подсказывать. Через наблюдение к тебе приходят эти самые выводы. Или вы можете проводить еще где-то аналогию с прошлой ситуацией и тоже делать какие-то выводы, прежде чем принять какое-то важное решение. Может быть, вам будет что-то предложено, и вы будете вот так по-мудрому размышлять. Но, видимо, не ошибиться будет очень важно. Вот смотрите, вам выпадает аркан «Женщина». Это личная как карта, и это будет говорить для вас, мои дорогие девочки, девушки, женщины. Это вы в центре собственного внимания. Для вас будет вообще какой-то как новый старт или какая-то возможность. Правда, тут могут и работу предложить, или вы сами ее найдете, если для кого это актуально. Для кого-то эта карта будет означать развитие вашего творчества. Среди вас много творческих людей. Или когда вы захотите как раз из своего творчества или ремесла, если вы умеете делать что-то хорошо, получить больше бонусов. Или организовать свой бизнес. Вы можете об этом задуматься. Вы можете вообще по части работы как-то на 180 градусов развернуть свою жизнь. И это не есть то, что приходит вдруг, спонтанно. Скорее всего, вы об этом думали. Мои дорогие мужчины, эта карта может свидетельствовать о том, что есть важная женщина в вашей жизни, которая занимает какую-то ключевую роль, или вы о ней часто думаете. Такое тоже может быть. И здесь, если мы говорим важная женщина в вашей жизни, это может быть кто угодно, начиная от вашей мамы или родственники и кончая руководителем. Но для кого-то из вас это может быть и знакомство. И иногда аркан змея – это страсть. Может быть какая-то личная жизнь или интерес к какой-то персоне. Такое тоже может проиграться с вашей стороны. И тогда вам захочется познакомиться поближе. Но переложите на составляющую своей жизни, как эти карты могут проиграться лично для вас. Неожиданности. А ведь правда, тут может быть и новое знакомство. Королева кубков – это всегда о личной жизни. Это карта интуиции. Вы, кстати, если мы говорим в неожиданностях, вы как раз можете интуитивно, к примеру, вы могли чувствовать, что какая-то история получит продолжение или наоборот завершение.
И вы о чем-то размышляли прежде и сделали какие-то выводы. И вот теперь вы можете убедиться, а ведь правда, меня интуиция не подвела. Здесь эта карта еще будет говорить о, если меня смотрят люди семейные, или вы вместе в паре, с кем-то проживаете, встречаетесь, то тогда, возможно, это какие-то внутри вашей пары или семьи вопросы. У кого-то это будет связано, ну, с самыми разными темами. Может быть, это когда вы захотите, кстати, иногда эта карта свидетельствует, что мы хотим работать на дому, кстати, вот. И все то, что я говорила о смене работы, у кого-то может проиграться как основная тема, что мне и нужна как раз работа на дому. И вы будете искать варианты, чем же вы можете заниматься. И от этого, если вы даже семейный, где-то будет меняться график между вашим бытом или какими-то обязанностями семейными и то время, которое вы будете уделять именно работе. Или у кого-то это обучение может совпасть. У кого-то, я сказала, важная женщина в вашей жизни для вас, мои дорогие мужчины, и, может быть, какие-то новости, которые от нее приходят. Или вы ей какую-то новость скажете. Ну, так или иначе, это будут общие планы. Мои дорогие девочки, вы тоже можете, к примеру, задуматься о том, чтобы благоустраивать свое жилье, к примеру. Или когда вы будете просто думать о себе самой больше. В каком плане? Потому что хочется, с одной стороны, независимости, хочется свободы. С другой стороны, эта карта также может говорить, к примеру, о вашей маме. Или даже если вы сейчас не в паре, то, может быть, как какой-то человек, вы с ним встретились и продумываете, получится у нас с ним что-то или нет. Может быть, какое-то внимание по отношению к вам. Вы можете, кстати, совершать какие-то важные разговоры любого рода и познакомиться с человеком, который вам понравится. И тогда вы будете оценивать или даже где-то желать продолжения отношений. Вы тогда сами что-то себе задумаете, потому что вам кто-то может понравиться, мои дорогие весы. И я могу сказать, вот понравится вам кто-то может, это одинаково относится как и к девушкам, так и к мужчинам. Но вы все равно на своей волне. В чем же ваша фортуна? Спокойствие, мои дорогие. По-видимому, есть в этот период такие спокойные энергии, когда вам не нужно торопиться. Ваша сильная позиция как раз неторопливости, не в какой-то активности, не в какой-то горячности, а когда вы так, знаете, хладнокровно смотрите на какую-то обстановку. Или даже если вам, вот я сказала, интересен человек, тогда вы тоже не проявляете какой-то, ну, как первых шагов вы не делаете. Не проявляйте, может быть, своих эмоций. Вот, кстати, со змеей, да, а именно наблюдаете. Здесь время играет как для вас плюс. Оно вам помогает. И буквально неторопливость тоже помогает. У кого-то из вас вы дожидаетесь, может быть, важных соглашений, подписаний. И тогда вот смотрите, мы действуем тогда, когда в отношении нас уже что-то проявлено или есть какой-то отклик. Вот пока отклика нет, бежать впереди паровоза точно не стоит. Тогда вы себе наоборот, ну, где-то своим спокойствием заработаете плюсов или баллов, бонусов каких-то. Здесь не поспешить. Вот говорят, поспешишь, людей насмешишь. Вот что-то подобное, когда ваше душевное спокойствие, ваша дипломатия, безусловно, она вам играет в плюс. В этом будет ваша сильная позиция, и, может быть, именно вас заметят или какая-то ситуация решится благодаря тому, что важный человек вам будет доверять, или какие-то отношения будут продолжаться. Может быть, тот человек, с которым вы хотите познакомиться, он как раз предпочитает, ну, отсутствие каких-либо догм. И с другой стороны, пока отсутствие каких-то обязательств, если мы перекладываем на личную жизнь. Здесь, правда, неторопливость, неспешность играет для вас какой-то плюс. Вообще ничего мне не понятно, если честно. Я просто рассказываю карту, поэтому я хочу любопытное. Давайте проясним. В чем же, кроме
Неторопливости для вас будут как фортуна или ваши сильные стороны. С чем это может быть связано? А здесь как какое-то новое начинание, новые отношения, новые возможности. Здесь, по идее, нужно решиться на что-то и сделать первый шаг. Может быть, вам нужно что-то просчитать. У нас в Пентакле просчитать математически какой-то вопрос, если вы хотите, к примеру, что-то приобрести, тогда не торопитесь, это факт. Если вас кто-то просит, к примеру, проучаствовать в каком-то деле или конкретный человек одолжить денег, тоже не торопитесь давать, вот это точно. Тогда будет фортуна, когда вы не дали, что же это еще? Еще один паш. Правда, вы тут можете чего-то не видеть, просто я вижу так. Или вы без обид можете видеть какую-то ситуацию очень однобоко. Вы можете воспринимать восторженно какую-то новость или чье-либо предложение, а карты 2 пажа нам говорят: да ты подожди, найди информацию и изучи, а потом будешь принимать какое-то решение. Правда, не торопитесь. Здесь все произойдет в свое время. На 3 карты практически вот один и тот же смысл. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес. А у вас, знаете, у вас может прийти крупная сумма денег. И это вы где-то будете, да, вот этот медведь, как раз за счет того, что вы получаете деньги. Ну, крупная тут у каждого, понятно, по-своему. Но, может быть, гонорар кто-то получает за проделанную работу, написанную книгу, картину. Среди вас много людей творческих, мы все разные. Или просто, когда вы получаете какие-то дивиденды, может быть, а, и к вам могут обращаться, зная, что у вас деньги. Поэтому я бы сказала, с деньгами будьте вообще аккуратны и где-то не транжирить, буквально оставить, не торопиться тратить, вот вообще. Здесь все больше на сохранение. Или у вас выпадает аркан змея, а в этой колоде нам прорисованы крыски. Хотя крыска– это такой символ, который больше сохраняет, тащит в свою норку, да. Но тем не менее, вы знаете, тут есть риск, по крайней мере, я так вижу, когда буквально получив какую-то крупную сумму денег на чьи-либо нужды, может быть, семьи, вы тут можете быть в центре буквально внимания ваших домочадцев, вашей семьи, ваших родственников, именно потому, что вы получаете деньги. Именно у вас сейчас и деньги есть, и сильная позиция. И кто-то может к вам обратиться, а вам нужно очень быть внимательным, чтобы эти деньги сохранить, может быть, сделать заначку, или сделать необходимые платежи, или сначала потратить, если даже вы уже планируете на что-то. Но тогда, к примеру, благополучными будут траты, если вы улучшаете свой быт или делаете более комфортными свои условия проживания, или для работы вы себе, если вы работаете на дому, тоже что-то вот приобретаете такое. То есть как будто вам это помогает. Когда мы жилье делаем более комфортным, нам это помогает и расслабляться, отдыхать. Нам это приятно, комфортная обстановка. Если вы работаете на дому и что-то будете приобретать для работы, вам опять же это тоже помогает. Здесь не должно быть каких-то траты ради трат. И на дела, работу, бизнес. У вас сейчас, в принципе, продуктивный период. Я уже говорила об этом. Здесь самое время, может быть, переговорить, я уже это озвучивала, или ну, перевести в какую-то реальную плоскость ваши намерения и цели. Это точно. Потому что вы найдете нужную информацию, может быть, вы найдете нужных людей, которые вас могут поддержать. Может быть, и в принципе есть какой-то человек, на кого вы можете опереться. И у вас плюс продуктивный сейчас период. И из-за этого всего нужно сложить какой-то красивый узор, а не остаться ни с чем. Вот будьте внимательны. Все-таки аркан змея иногда и обман тоже символизирует, давайте будем откровенны. Поэтому какая-то недосказанность ваш адрес может быть проявлена, потому что кто-то в вас заинтересован. Помните, мои дорогие весы, заинтересованность сегодня есть, а завтра нет. И не случайно, может быть, аркан лилии выпадает. Это искренние отношения. А заинтересованность, когда она проходит, там искренностью и не пахнет, что называется. Поэтому не наденьте на себя розовых очков. Продуктивный период должен быть употреблен во благо вам самим и очень продуман, я бы сказала, в деталях по поводу денег. Что же нам на деньги?
Возможности, опять же. И эти возможности, может быть, для кого-то из вас как инвестиции в самого себя, может быть, какие-то изучения, важное решение вы можете принять, вам может прийти какая-то новость по поводу денег. И здесь будет у каждого понятно по-своему. Но когда выпадает туз жезлов, все же это возможность перед вами открывается. Может быть, совсем не та, которую вы ожидали, но по тузу жезлов мы должны что-то принять. Принять не имеется в виду подарок, а принять решение какое-то. И для этого потребуется тоже решимость. Вот интересно, у вас такой расклад. Давайте я тоже достану еще одну карту. Деньги нам сказали, деньги есть, деньги будут. Но что же означает на денежной энергии туз жезлов? Это тоже где-то может означать крупную даже сумму денег. Но все же. Вот по рыцарю мечей мы точно должны быть внимательны. Потому что правда и ничего, кроме правды. Вы знаете, вам надо более чем когда-либо быть рациональными по части денег. И здесь могут вам, по рыцарю мечей, иногда проигрывается, что нам люди предлагают какой-то проект или поучаствовать в каком-то деле. И говорят вам только положительное. То, что не положительное или риск, для вас будет умалчиваться. И могут где-то подавать эту информацию пафосно, расписывая в деталях, как вам будет хорошо. Или вам могут предложить вложения какие-то. Тут вот будьте осторожны. И будут расписывать с большим процентом. Или какие бонусы вы получите. Не верьте. Потому что это действительно может быть банальный обман. Здесь может быть, знаете, как вот одно время, давно это было, но я вспоминаю, было такое, когда сетевой маркетинг, вот тогда прямо все массово как-то пытались чем-то заниматься. Ну, сейчас, наверное, смотря откуда вы меня смотрите, но тоже ведь есть вот эта концепция, когда пытаются кого-то втянуть. И обещают самые золотые горы, самые какие-то такие добрые продолжения, никто не говорит о рисках. Так вот, ваша задача эти риски увидеть. Вы можете и сами от чего-то отказаться, и тогда с вами могут начать спорить, потому что иногда по рыцарю мечей идет бунтарь без причины. Поэтому, если вы кому-то скажете в части денег нет, будьте, мои дорогие весы, готовы услышать что-то такое, ну, может быть, и резкое. Что же это еще? Но тут нельзя просчитаться. Да вот правда, смотрите, опять же, на деньги конкретно говорят, ты не торопись. Вот траты, если вы можете такое себе позволить, сведите к минимуму. Здесь сначала нужно привести мысли в порядок. Кстати, карта может про себя самого, вот как инвестицию в самого себя или в свою учебу. Или, если есть вопросы по части здоровья, вы всегда хотели, например, пройти курс массажа или какое-то профилактическое лечение. Может быть, ну, какие-то процедуры, которые больше бодрости вам добавляют. Вот тогда и эта трата, она будет вполне обусловлена. Все, что дополняю, я сказала по десятке пентаклей в плане трат. И плюс вот то, что только что мною было озвучено, это для вас в плюс. Но все остальные траты вот точно не время. Давайте посмотрим энергии личной жизни. Не такой большой период, а все же. Двойка пентаклей. Игра с деньгами иногда, кстати, называется эта карта, но она вам выпадает на личную жизнь. И здесь, ну, вряд ли что-то будет меняться в этот период, правда? И тоже карта нам говорит о том, что будь внимателен где-то к финансам в том числе. Здесь, знаете, мы что единственное можем извлечь для себя положительного? То, что будь легок на подъем. Вас могут куда-то пригласить, к примеру, или что-то предложить вам, может быть, совершить поездку по личной жизни. Может быть, это ваши близкие, может быть, это ваши друзья. Тогда карта говорит, не отказывайся. Здесь будет очень хорошо как раз куда-то съездить. Может быть, недалекая поездка, какое-то путешествие. Из путешествия мы всегда возвращаемся другими. Вас оно наполнит вдохновением и придаст и бодрости, и сил, и хорошего настроения. Но сказать, что что-то меняется кардинально или каким-то образом, двойка пентаклей, ну, это когда ситуация, она похожа на прошлую, то и в эти 10 дней я не вижу каких-то важных решений, согласований, возможностей. Поэтому
Не торопитесь. Для тех, кто человек семейный, ну, как было, так и есть. На каком-то подобном прежнем уровне. Для тех, кто один или одна, и даже если есть у вас где-то новое знакомство, тогда будьте аккуратны, будьте внимательны, слушайте, наблюдайте. И если интересен вам человек, ну, все же продолжать отношения – это хорошо, но сказать, что строить какие-то далекие планы, пожалуй, тоже не в эти 10 дней. Для тех, кто один или одна, ну, тоже двойка пентаклей не говорит о новом знакомстве. Но кто знает, может быть, у вас другие темы важные сейчас. Возможно, это и будет для вас некоторым спасением куда-то не торопиться. Вообще провести в эти 10 дней какие-то темы или работу, или ваш какой-то интерес нужно, но не столько, как вы откликаетесь или какую-то работу делаете за кого-то, или развиваете чей-то интерес, а себя оставили на потом. Вот нет, тут время 10 дней для вас самих. И вот карта Верховный Жрец где-то, чтобы подвести, видимо, итог, она говорит, ведь эта карта то, что нам по судьбе. У тебя все произойдет в свое время. Поэтому, если мы говорим, есть вопросы в личной жизни, тогда это тоже, иногда эта карта даже говорит о бракосочетании. Ну, понятно, у кого-то она может сказать и о бракоразводном процессе, если у вас прежняя история сейчас как раз в том состоянии, когда взаимопонимание утрачено и де-факто отношений нет. Остались только де-юре. Тогда это будет говорить о том, что вы тоже будете принимать важные решения, чтобы подвести какой-то, ну, как итог прошлой жизни. По этому аркану вы можете учиться чему-то новому. Вы можете учиться, к примеру, даже из дома, онлайн какие-то курсы обучения, и тогда это вам во благо. Кто-то из вас задумается строить карьеру. Вот смотрите, пентаклевая карта на личную жизнь и иерофант. Здесь немножко вы, и вам полезно, кстати, быть большими материалистами. Не совсем тут про чувства и замечтаться, хотя они-то как раз эти чувства вас могут очень даже накрывать. Но карты нас все переводят в реальную плоскость и говорят, ты сейчас не торопись. Если ты имеешь какие-то приятные знакомства или приятное общение, продолжай, но наблюдай, не делай пока каких-то важных выводов. Что бы вам тут ни говорили, это именно по части личной жизни. Потому что, может быть, пройдет какой-то период, и все встанет по местам, и какая-то правда откроется. Или для вас, если уже суждено, так оно и случится. Давайте мы откроем карту совет, что нам вообще, в принципе, на эту неделю. И совет соответственный, вот мы с вами долго говорили, причем карты разрозненные, дополнительные доставала. И снова девятка жезлов, это карта великой мощи. Вот это как аркан медведь, правда, у вас сильная позиция. Но перед тем, как действовать, карта говорит, подумай, куда ты будешь тратить свои силы. И, может быть, эти силы и буквально как ваши ресурсы, ваши знания. У кого-то деньги, а у кого-то ваше время, ваша энергия. И здесь по девятке жезлов нам говорят о чем? Что ты можешь повторить какую-то ошибку. Нам человек, посмотрите, из болота пытается выбраться. И всегда чаще, по крайней мере, по девятке жезлов в классических колодах Таро это человек с перевязанной головой стоит. То есть уже он где-то шишек набил, опыт он какой-то имеет. И повторить, опять же, то же самое, что было, вы точно не должны. Это карта совет. Здесь будет просто не только не торопиться важно, но первое, не упустить какую-то возможность. И второй момент – это когда мы понимаем, что меня смотрят люди из разных стран, что какая-то ситуация, если достигает пика, для нас нужны какие-то действия, но сделать это нужно так, чтобы себе не навредить. Не навредить и чего-то не упустить. Два направления. Все. Остальное не торопитесь, наблюдайте, подмечайте и делайте выводы. Вот такой период, точнее 10 дней, по крайней мере, все карты, как одна за другой, нам рассказывают об этом. Перекладывайте на себя, мои дорогие весы, но деньги есть, деньги будут, вы ресурсны, у вас сильная позиция, но, может быть, и правда, не дать себя уговорить на какую-нибудь ерунду или не согласиться
помогать кому-то, взять на себя обязательства или подписать, так ведь тоже бывает, по доброте душевной можете подписать какой-то документ, финансового даже порядка, поставить там свою подпись. Человек платить не будет, а вы окажетесь словно в тисках этих соглашений. Поэтому будьте рациональны, мои дорогие. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.